За ваше здоровье, друзья мои! Всем привет, с вами Кофе с перцем, и давайте дружить, подписывайтесь. А у меня сегодня в меню легендарное грузинское блюдо чахохпели. Если вы никогда не были в Грузии, попробуйте это блюдо, и вы полностью почувствуете все тепло и добродушие этой страны. Ну что ж, поехали. Во избежание траты времени вашей я уже подготовила курицу, нарезала, помыла. Заливаю подсолнечное масло в кастрюлю, добавляю немного сливочного масла. Рецепт этого домашнего масла вы увидите сверху по ссылочке. Масло хорошо перемешиваем, чтобы сливочное масло не успело подгореть. И выкладываем кусочки мяса. Все граммовки, как всегда, будут указаны в описании под видео. Накрываю крышкой и жарю мясо до золотистой корочки. А тем временем я нарезаю лук соломкой. Ну, конечно, не забываем и про мясо, переворачиваем и обжариваем с второй стороны. Да, друзья, вам не показалось, вот столько лука нам понадобится. Мясо уже аппетитно золотистого цвета, и выкладываем кусочки мяса на тарелку. А в ту же кастрюлю отправляю лук. Лук нам надо поджарить до прозрачности, не обязательно до золотистого цвета. Важнейший элемент этого блюда – это базилик. К сожалению, у меня в стране нет обычного красного базилика, я беру зеленый. Также нарезаю кинзу и чеснока. Лук стал уже мягкий, прозрачный, значит, пора отправлять мясо к нему. Добавляю немного куркумы. Если у вас есть шафран, то это совсем красота. Добавьте тогда обязательно только шафран. Тщательно все перемешиваю и минуты 5 тушу под накрытой крышкой. Я беру помидоры консервированные, нарезанные. Желательно взять помидоры свежие и нарезать их. Обязательно нарезать и не взбивать в блендере. Через 5 минут отправляю помидоры тоже к мясу. Добавляю томатной пасты для более насыщенного цвета. Тщательно все перемешиваю, накрываю крышкой и минуты 20-25 отправляю томиться. Обязательно на среднем огне. Прошло 25 минут, добавляю соли, паприки, острого перца. Тщательно все перемешиваю, накрываю и еще 5 минут все это вместе надо протушить. 5 минут уже прошли, проводим последний штрих, отправляем зелень и чеснок, перемешиваем все, накрываем крышкой, выключаем плиту и даем отстоять еще минуты 5. Если бы вы чувствовали этот аромат через экран, ребят, вы бы все ко мне приехали сейчас же в гости. Наш чахохпели готов, можно подавать. Но раз блюдо грузинское, то, конечно, подавать тоже будем по-грузински, с хорошим красным домашним вином. За ваше здоровье, друзья! Желаю вам готовить на радость, приятного аппетита, что все калории уходили только в нужные места. А я на сегодня с вами прощаюсь. Пока-пока. Не забудьте поставить лайк, это самый лучший комплимент для меня.